Всем привет! Перед просмотром включите субтитры и подпишитесь на канал. Если вы хотите поддержать канал донатиком, то можете сделать это, перейдя по ссылке в описании. Итак, сегодня последний день рулетки для Данхильды. Я сделал уже 174 вращения и уже получил 86 камней душ. Жаль, не удалось вытянуть целую легенду. В этом видео я буду просто усиливать и будем смотреть и разбираться, какие же души нужны для Данхильды. Итак, давайте начнем с рун. Я буду делать это все в ускоренном режиме и буду останавливаться на самых важных моментах. Итак, я открыл руны и теперь могу открывать снаряжение. Как мы видим, снаряжение у Данхильды довольно-таки неплохие. Какая-то смесь Брунгильды и Люцифера, я бы сказал. Итак, активным выберу я, конечно же, оранжевый +2, это циклон. И пассивным можно выбрать либо синюю вторую, либо фиолетовую первую. Давайте сейчас я выберу синюю вторую, так как она дает очень много отхила и очень много скорости атаки. Но вы также можете выбрать фиолетовую 2, тоже неплохое снаряжение. По навыкам. Сейчас я просто потрачу все 60, которые у меня есть, и не буду тратить больше. И также самое усилю дополнительные навыки для Данхильды. Жаль, сейчас я могу сделать только до 10-го. Начнем со звездного испытания. Так как у меня трехзвездочная Данхильда, я могу усилить всего лишь до 3-го уровня, поэтому в будущем нужно будет сделать ее 5-звездочной, чтобы усилить до 12-го уровня, ведь это очень много силы. Как вы видите, чтобы продолжить, мне нужен 4-звездочный герой, и тогда я смогу сделать до 6-го уровня. До 12-го я смогу, опять же, как и говорил, когда у меня будет Данхильда 5-звездочная. Перейдем к душе зверя. Здесь у меня есть свободная душа зверя красная на Сью, поэтому я просто сниму Сью красную душу и поставлю на Данхильду. Я думаю, Гидра очень хорошо будет подходить для Данхильды, но и также, наверное, Скорпион. Но все-таки я выбрал Гидру. Теперь перейдем к талантам. Также само быстро на ускоренном режиме просто усилю их. По талантам хочу сказать, у нее очень хорошие таланты. Как мы видим, есть очень много критов, много урона, поэтому хорошие таланты для Данхильды. Как вы видите, мне удалось его поднять до 44%, но это еще не предел. Далее руны я не буду улучшать, так как завтра или послезавтра будет событие на
руны, где я могу с огромной скидкой улучшить все ее руны. Поэтому остановлюсь на этом. Далее перейдем к ядру. И тут самое интересное, нужно будет выбрать цвет для Данхильды. Сейчас я усилю и после этого буду выбирать цвет для нее. Итак, я уже закончил, и теперь, я думаю, будет цвет все-таки зеленый, поэтому буду пытаться получить зеленый цвет. О, мне повезло, потратив всего лишь несколько кристаллов, я получил целую зеленую, поздравляю себя. И осталось еще улучшить до конца. Решил для теста поставить максимальные артефакты на Данхильду. На самом деле сейчас очень сложно подобрать хорошую команду для нее, ведь есть много хороших героев, и среди них нужно выбрать всего лишь 4. Поэтому покажу вам 3 боя. Первый бой против магической команды. Конечно же, все в ускоренном режиме. Как вы видите, Данхильда очень хорошо хиляется. Итак, 560 тысяч урона. На самом деле не так уж и много, как хотелось бы, но все же навыки до сих пор не полностью прокачаны. И силы не так уж и много. Давайте посмотрим, что же будет во втором бою. Также против сильной магической команды. На этот раз Данхильда нанесла 809 тысяч урона, и опять же, не так уж и много, но если сравнить ее урон с Хедвиг, то мы видим то, что не так уж и плохо урона, и очень много у нее щитов, также много вампиризма. И последний бой против физической команды.
И против физической команды Дэн Хиль нанесла больше всех урона, 1 200 000. Это очень хороший результат. Опять же, будем усиливать ее, и следующий ролик будет наиболее подробный. Поэтому, кому понравился ролик, ставим лайки, подписываемся на канал. И всем пока-пока.